Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия по психологии. Если говорить о дальнейших, так сказать, добавлениях, да, к тому, о чем мы с вами говорили в рамках Гранд-стади, то нужно, безусловно, остановиться на исследовании гораздо менее масштабном, но, тем не менее, очень значимым. Это исследование Даниэля Левинсона и его супруги, которое было планировано и проведено уже с учетом и исследований Эрика Эриксона, и результатов Гранд-стади. Исследование началось в 80-е годы, в 90-е годы, так сказать, двумя волнами. Сначала был, так сказать, начат вот такой вот мужской лонгитюд, впоследствии к нему прибавился еще второй лонгитюд женский. Значит, в чем заключались особенности вот этого исследования Даниэля Левинсона? У него была относительно небольшая выборка, то есть далеко не, так сказать, почти 300 человек, как в Гранд-стаде. У него было всего 40 человек, причем возраст, в котором он пригласил взрослых людей в свое лонгитюдное исследование, был как раз приурочен к этому кризису середины жизни. То есть это был возрастной диапазон 35-45. Так сказать, предыдущие жизненные события были выявлены этим исследователем при помощи подробнейшего биографического интервью. И дальше начался, так сказать, в течение где-то примерно 15 лет вот такой вот лонгитюдный проект, в котором действительно происходило отслеживание жизненного пути этих людей. Ну и вот действительно сразу надо сказать, что к концу XX века в связи с тем, что действительно огромный процент женщин вышли в такую активную общественную жизнь, то есть если в момент начала Гранд-стади большинство женщин были домохозяйки в западных странах, да, то, в общем-то, к концу XX века уже совершенно типично было, что женщины начинают активно строить карьеру, принимать участие в общественной жизни, получать профессии различные и так далее. Да, и вот действительно Даниэль Левинсон со своей супругой, они начали уже, так сказать, женский лонгитюд, в котором участвовало 45 женщин. И, в общем-то, схема была та же самая. Да? Начало исследования приходилось на период 35-45. У разных участниц этого исследования, да, там проводилось вот это вот подробнейшее биографическое интервью, и далее уже шел, собственно говоря, такой вот лонгитюдный проект, да, лонгитюдная часть этого проекта. То есть их отслеживали уже до наступления такого пожилого возраста. Что получилось в результате? В результате получилось то, что Даниэль Левинсон сформулировал некоторые свои идеи относительно логики и динамики развития человека во взрослости. И он, в общем-то, проверял те гипотезы, которые уже очень определенно были сформулированы у Джорджа Вайланта относительно задач взрослой жизни. И он сформулировал так называемую теорию сезонов взрослой жизни. В чем она заключалась? Давайте опять же начнем с периодизации. В крупном масштабе вот эта вот концепция сезонов взрослой жизни Даниэля Левинсона, она заключалась в том, что в жизни взрослого человека выделяется несколько эр. Они, так сказать, продолжительные, примерно по 20 лет. И, собственно говоря, вот эта периодизация сейчас является в возрастной психологии весьма, так сказать, распространенной, почти общепринятой. Значит, он выделил эру ранней взрослости с 20 до 40, эру средней взрослости с 40 до 60, эру поздней взрослости с 60 и далее. И, в общем-то, действительно те периоды, которые были обнаружены в Гранд-стаде, они себя, так сказать, оправдали. То есть действительно эти десятилетия, они себя проявляют, но значит, Даниэль Левинсон по своим наблюдениям, по своим данным предложил как бы несколько другие
вот такие переходные моменты, да, то есть он заметил, что кризисные явления могут начинаться несколько раньше, чем они были описаны согласно данным Гранстаде. Итак, значит, что у него получилось? Если мы сейчас будем рассматривать периоды внутри тех эр, которые мы сейчас обозначили, да, вот эти вот эры по 20 лет. Ну вот на материале, так сказать, биографических интервью действительно были описаны молодые, так сказать, годы испытуемых, наблюдавшихся в рамках вот этих исследований Левинсона. И вот период примерно 16-22 года, да, был обозначен как такое время взросления, как стремление к самостоятельности, как вот период попыток самоопределения, период, когда человеку приходится переживать некоторую такую неопределенность в своей жизни и, так сказать, тот период, когда человек уже намечает или осуществляет уход из родительского дома, ну, например, уезжает куда-то учиться. Далее как раз выделяется вот тот период, который был обозначен как, значит, начало ранней взрослости и вот как, значит, начало построения того, что Даниэль Левинсон назвал жизненной структурой. У Даниэля Левинсона как раз вот вводится это очень важное понятие, над которым, мне кажется, очень важно задуматься и попробовать вот на каком-то конкретном примере, может быть, на своем или на примере каких-то людей, которых мы знаем, попробовать описать, какова жизненная структура моя собственная, да, и, допустим, какова жизненная структура вот людей, которых я знаю. Вот что Левинсон понимает под жизненной структурой. Значит, это некоторая такая совокупность, это очень сложное такое образование, которое состоит из следующих, так сказать, частей, да, следующих компонент. Во-первых, это тот жизненный опыт, который уже накоплен человеком к настоящему моменту. Во-вторых, это тот круг общения с значимыми людьми, который характерен для этого периода жизни данного человека. В-третьих, это те цели, которые человек пытается ставить перед собой в этот период. В-четвертых, это те ценности, которые в данное время у человека являются ведущими, главными. Ну, ценности тесно связаны с некоторыми, так сказать, идеалами, да, с некоторыми, так сказать, вот такими ориентациями, да, с некоторой направленностью этой личности, которая характерна для настоящего момента жизни этого человека. Вот такая вот очень сложная структура, изменчивая структура. И Левинсон как раз говорит о том, что вот в период примерно 23-28 лет, то есть фактически вот в период вот начала этой ранней взрослости, начинается построение ранней жизненной структуры, первой жизненной структуры эры ранней взрослости. То есть идет вот этот первый период, если относиться к периодизации Гранстаде, то это вот те же самые 20-30 лет. Значит, по Левинсону в это время начинает строиться, значит, первая жизненная структура эры ранней взрослости. И в эту, так сказать, жизненную структуру входит что? Входит осознание себя как взрослого человека с правами и обязанностями этого человека. Входит период и процесс формирования представления о своей будущей жизни и работе. Как правило, действительно происходит встреча со спутником жизни и заключение брака. В общем-то, здесь мы видим, что те периоды, которые обозначены еще у Эрика Эриксона, здесь вполне, так сказать, повторяются и подтверждаются. Дальше как раз описывается в данных, в работах Левинсона переход 30-летия. Как раз вот он описывается цифрами примерно 29-32. И это тот период, когда прежние представления о жизни зачастую оказываются не совсем верными. Человек оценивает предыдущий период своей жизни, зачастую, так сказать, переоценивает какие-то ценности. Иногда можно видеть, что человек начинает как бы строить жизнь заново. То есть это вот как раз такое описание кризиса 30-летия.
И дальше начинается как раз следующее десятилетие. У Левинсона оно обозначается как период примерно 33-39. И здесь как раз говорится о том, что это как бы возврат отрочества, как бы возврат подростково-юношеского возраста. Здесь как бы мы видим, да, что то, что описывали в рамках Грандстади, вот как бы несколько как бы вот так вот сминается и передвигается на более какой-то молодой возраст. То есть уже какие-то моменты, да, неудовлетворенности здесь, значит, были наблюдаемы. Я еще раз повторяю, это конец 20 века. И, значит, по наблюдениям Левинсона, в общем-то, человек склонен в этот период все силы вкладывать в работу. Достигнутое кажется ему недостаточным. Он, так сказать, все более и более энергично работает над своей карьерой. И, в общем-то, начинают проявлять себя некоторые элементы неудовлетворенности своим, так сказать, семейным счастьем, своей семейной жизнью. И вот это все готовит вот этот период кризиса 40-летия, этот вот период 39-42 примерно, да, который описывается, в общем-то, так же, как достаточно глубокое переживание, как взрыв в середине жизни, как впечатление, что жизнь проходит зря, молодость утрачена, и, соответственно, вот идет оценка, переоценка, и зачастую наблюдаются те события, о которых мы уже говорили при описании Грандстади, что человек начинает искать что-то новое, доучиваться, переучиваться, менять профессию, переезжать, может быть, так сказать, менять вот семью, да. Вот это действительно вот такой динамичный, сложный период человеческой жизни. Это очень важный момент, что это вот как раз переход средней взрослости, это большой переход, это переход между эрами, и он действительно достаточно субъективно сложный. И вот человек, который пережил этот кризис, этот период, он действительно приходит в новое равновесие, и у него начинается вот новая эра, и вот фактически, да, значит, что происходит в этот период 33-39, да? Левинсон говорит о том, что жизненная структура эры ранней взрослости, она достигает некоторой кульминации. И она-то как раз оценивается, переоценивается вот в этот кризис 40-летия, и после того, как человек в этом кризисе уже, так сказать, вот пожил, побыл, пережил его и к чему-то пришел, и он уже обретает вот это новое равновесие, и зачастую, так сказать, у него либо улаживается, так сказать, ситуация в семье, либо действительно, если семья новая возникает, то там возникают какие-то переживания, связанные с привязанностью. Человек ставит перед собой какие-то новые цели, у него возникает новая система ответственности, которая характерна для новой жизненной структуры. И фактически Левинсон говорит, что начинает строиться новая жизненная структура эры средней взрослости. Вот в этом, в частности, роль этого кризиса 40-летия. И вот с этим связана смена эр человеческой жизни. И как раз вот это десятилетие, которое в Грандстаде названо 40-50, да, хотя там, безусловно, очень большую часть забирает на себя кризис 40-летия, здесь у Левинсона это, значит, период примерно 43-50. Это период, когда начинает строиться ранняя жизненная структура эры средней взрослости. То есть опять вот возникает поиск и построение вот этого комплекса отношений, ответственности, целей, ценностей. И это все, так сказать, опирается на тот жизненный опыт, который человек уже успел получить в этот период. И далее, опять же, да, отмечается кризис 50-летия, когда, так сказать, человек оценивает, переоценивает то, что у него происходит в рамках его ранней жизненной структуры эры средней взрослости, и уже в период 50-60, в общем-то, как бы достигается вот эта кульминация, значит, жизненной структуры эры средней взрослости, и далее следует уже кризис 60-летия, когда человек фактически готовится к уже старости, да, ставит перед собой вопросы о смысле жизни вообще, о ценности сделанного этим человеком, и
начинает уже готовиться к старости, ставить себе какие-то цели, которые он хотел бы еще достичь, будучи пожилым человеком. Вот таким образом предлагает Даниэль Левинсон описывать жизненный цикл человека в его взрослом развитии. И, так сказать, вот возвращаясь к тем задачам развития во взрослости, которые действительно проверял и перепроверял Даниэль Левинсон в своем исследовании, он говорит о том, что вот все-таки надо говорить об основных 4 задачах. Да? Это первая задача — формирование мечты о взрослых достижениях. Вторая задача — это поиск наставника. Вот мы с вами говорили о том, что уже в Грандстаде было нащупано то, что, по-видимому, наличие вот этого наставника как ролевой модели взрослых достижений в молодом возрасте дает, так сказать, вот большие преимущества, да, в дальнейшем, то есть является предиктором успешного развития во взрослости. И Левинсон здесь формулирует эту задачу как одну из задач взрослости. Ну и как бы те 2 задачи, о которых мы уже говорили, это построение интимных отношений, близких отношений, связанных с семейной жизнью, и это построение карьеры, то есть то, что связано с вот этим умением работать у взрослого человека, да, умением работать, прилагать усилия, преодолевать трудности и строить какую-то свою карьеру. Вот мы с вами завершили рассмотрение основных моментов, связанных с взрослыми лонгитюдами. Мы немного продолжим эту тему далее. На сегодня мы с вами эту тему, это занятие завершаем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.